Привет, мои дорогие, с вами Ольга Патракова, и у нас сегодня с вами прямой эфир, вебинар на тему «Как же все успевать и при этом не сдохнуть еще надо». Как-то все успеть и не сдохнуть. Давайте, жду всех в прямом эфире, начинаем. Всех жду. А пока жду, что же мне рассказать такого замечательного и необыкновенного? Что успевать это важно, да, успевать это нужно, успевать это, не знаю, как объяснить-то, это очень хорошо, и здесь надо помнить, наверное, несколько вещей таких, что успевать и помнить это немножко разные вещи, и все-таки у нас проблема не то, что мы там что-то не успеваем или какие-то такие проблемы физически не успеваем, а то, что обычно мы забываем, что нам надо сделать, вот, и я вам сегодня расскажу целых 3 приема, которые делаю я, которые, я надеюсь, помогут и вам. Привет, мои дорогие, очень рада, что вы присоединяетесь. С вами Ольга Патракова. Могу 2 слова рассказать о себе, хотя наверняка все, кто меня смотрит, уже знают, все, кто будет смотреть меня в записи, тоже посмотрят. Да, меня зовут Ольга Патракова, это моя компания «Тортики от Одри». Вы ее видите в зеркальном отображении, а не в нормальном отображении. Я начала делать торты в 2010 году. Вот. И за время своей работы, уже получается 11 лет, умею делать любые торты. То есть в тортах вообще сложности нет. Вот. Но так как бизнес развивается, время развивается, вот, у меня уже и онлайн-курсы огромные работают, и огромная школа вот здесь вот в Москве, мы сейчас у меня в студии находимся, вот, работает, то накладывается огромное количество обязанностей, как это большой такой ворох всего, что ты должен делать. И в какой-то момент я поняла, что это надо как-то все разгребать. Вот, но тогда мне помог, я тогда занималась с коучем. Привет все, кто присоединяется, с коучем. Коуч Богдан у меня был очень хороший, очень замечательный. Час работы с ним стоил 8000 рублей. Так, на всякий случай вам всем объясняю. Вот. Еще у меня был 10 000 рублей в час коуч. Да, и у меня было 2 психолога, 3 и 4 тысячи в час. Хотя, по правде, я считаю, что психология в этом смысле важнее, чем бизнес-образование. Вот, и сейчас я тоже записалась к следующему бизнес-психологу. Сейчас это как-то все так совмещают, все вместе делают. Вот, к бизнес-психологу записалась пока что на пробные всякие лекции, бесплатные курсы. В принципе, как у нас у всех, да, сначала что-то бесплатненькое пробуешь, а потом пробуешь уже платненькое. Итак, какая проблема у нас с тем, что мы ничего не успеваем? Много всего, много, прям вообще какие-то толпы всего нужно делать. Вот. И как я обнаружила, я, говорит, учусь, молодец. Вот. Какая у меня талия, где ты там талию видишь? Вот. Я не вижу талию у себя, например. Я вообще. Вот. И, соответственно, проблема, как оказалось, не столько даже просто тупо делать-то просто. Сколько въехать, на чем там мы остановились. Ну вот, например, у меня есть сейчас задача, которую я никак не могу сделать, это собрать в одно место все отзывы о курсах. То есть вы представляете, сколько их? Сколько у меня всяких разных, там, не знаю, отзывов, скриншотов в разных местах, начиная с того, что у меня 3 телефона, вот. Вот, начиная с того, что девочки, но я как бы не напрашиваюсь же на комплименты, да, я наоборот, я вот, например, волосы в серый цвет покрасила, я-то этим, например, горжусь сейчас, стою на себя, любуюсь, вот то рыжие, то серые, но они смоются, неважно, вот. Короче, и, например, у меня вот висит задача по сбору отзывов, и мне даже браться страшно, потому что я не помню, что, где у меня, то есть у меня там каких-то там, это может быть контакт, это могут быть скриншоты в телефоне, или может они в компьютере сохранены, кто что мне там в личку писал в Инстаграме, там с сайта у меня отзывов еще очень много, там больше 100 штук и так далее, и так далее. Вот. Ну, то есть какие-то бешеное количество этой информации, и мне страшно приступать, потому что, честно говоря, даже не знаешь, что начать-то. Надо как-то это все упорядочить, вот. Тем более сейчас это очень модно, это называется «собираем кейсы». Вот. Так как у меня все-таки образовательный проект больше сейчас, чем торты, то это как бы очень, это в образовательном проекте, то есть это прям модно. Кейс. Ко мне пришла Наталья. Она до меня ни хрена не умела, то есть ты пишешь, такая Наталья, такая в слезах вся такая, то есть со страшным тортом. А поучилась и стала молодец, и стала делать и такие. А теперь передаем слово Наталье. Дальше текст такой от Натальи, там, что типа, вот там, я там то, я там все, я там такая молодец, там вот как бы училась и научилась. И теперь я делаю офигеть.
Вот, это называется кейс, да, то есть было до, стало после, да, какие основные там работы, то есть, ну, какие, вот у меня курсы в обучении, это прямо вот норма. Ну, вот, то есть все так работают, да, когда речь идет про торты, мы с вами просто тупо, фотография заказчик с тортом, заказчик ест торт, торт и заказчик, ребенок мордой в торте, то есть, ну, то есть там что-то такое, то есть у нас, в принципе, в тортах-то проще, там можно без текста, там, вау, или да, ай, там, было так супер, вот, то есть тут-то проще. Но речь не об этом, речь о том, что надо собраться и сделать. Вот, да, первое, еще не забыть сделать, и самое главное, выделить время. Итак, ну что, я так думаю, что все, кто хотели, присоединились, все остальные, я тоже так надеюсь, что посмотрят нас в записи, что желающих было 100 человек, между прочим. А я вижу сейчас вот вообще тут какие-то единицы, и это меня расстраивает, но, наоборот, не расстраивает, нифига. Да, если будет хороший вебинар, если все хорошо, замечательно пойдет, там по записи все ли будет видно, все ли будет понятно, оставлю запись в YouTube. Если не будет видно, не оставлю, ну то есть уж не обессудьте, не знаю, как пойдет, так постараюсь. Сутки в Инстаграме, само собой, будет доступен, как всегда. Итак, чтобы все успеть, не поверите, нужно сделать 3 вещи. 3. Первая из них – это составить себе план. Вот. Не нужно говорить, значит, оно им. Правильно, а нам нужно. Вот, первое – составить план. Сейчас я покажу вам, как это делается. План имеется в виду календарь. Вот, то есть, когда и что ты делаешь. И когда вдруг я первый раз составляла этот план, сейчас у меня чистый вам, я все очистила, сейчас буду с вами составлять. Когда я первый раз составила такой план, до меня вдруг дошло, что у меня реально на работу ни о чем, реально очень мало времени на работу. Вот, соответственно, дальше. И календарь что нам делает? Мы выделяем с вами блоки времени на выполнение какой-то задачи. Ну, например, у меня есть задача спать. Ну, то есть, вот я выделила себе время спать. Пока я сплю, понятно, я ничего не делаю. Вот. У меня есть время, например, поработать с сайтом. Раз. Вот, да. У меня есть время, например, ответить на соцсети все. У меня, например, есть время поработать с отзывами. У меня, например, есть время поделать торт. У меня, например, есть время отдых, обед, да, например, там приготовить поесть, сходить в магазин, запланированный отдых там такой-то, не знаю, посидеть с друзьями, съездить к родителями, еще детей там надо вписать, соответственно, кто что с детьми делает, забирает, убирает, домашка, подготовить там и так далее. То есть достаточно много всяких деятельностей. Вот. И, конечно же, так, ну, по чесноку, вот башка-то пухнет, и самое главное, что-то вылетает. Вот это самое главное. Итак, первое — распределить время. Я сейчас вам покажу, как я это делаю, чтобы вас... А второе, по каждому виду деятельности, например, поработать с сайтом, да, завести отдельный файлик, бумажку в интернете, где вы будете писать, что вы делаете. Где вы будете сами себе писать заметки, где мы остановились, какая ссылка, что я хотела вообще по этому поводу, что вообще этот сайт мне надо, что там делать, что там в интернете. Точно, я же хотела написать пост на такую-то тему, точно, я же хотела там написать, там фотографии обработать, точно, я же хотела сделать это. У нас же вот это вылетает с вами из головы. Понятно? Также плюс к этому я рекомендую, и это 3-я вещь, которую я вам сегодня, ну, не покажу, но расскажу, как делается, да, это вообще выгрузить все, что вы хотите помнить, куда-нибудь в интернет, или на компьютер, или куда-нибудь, чтобы не помнить. Вообще, у меня есть специальная, ну, это как-то не моя специальная программа, Evernote. Это типа блокнот, только которого есть, можно в компьютере, можно с телефона, можно просто через интернет с любого другого компьютера зайти, куда я выгружаю все, что мне нужно знать. Вернее, что мне хочется помнить. Это какие-то пароли, там, сканы документов, там, еще что-то не забыть, там, по вторникам забирать Петю, Васю. Даже нет, просто помнить, что у меня там есть там то-то или то-то, какие-то фотографии и так далее. Это какие-то вещи, которые вы просто нужно помнить, вот, которые вас загружают в вашу голову. Вот. Это реально ее очень сильно разгружает. Ну, а сейчас мы с вами переключаемся тогда на компьютер. Я компьютер там подготовила, ну, ноутбук мой грязненький. Вот, да, сборник заметок, все правильно, да. И сборник заметок, у тебя есть дела, а есть просто помнить.
Понимаешь, да? Есть дела, ну дела, то есть что делать надо, а есть просто помнить. У меня просто помнить, но я вам покажу. Есть, например, сборы в путешествие, да, и у меня есть список прямо, я вам покажу, что надо с собой взять. То есть, ну что я вообще обычно беру? То есть там проверить это. Я не думаю об этом лишний раз. У меня есть то, что помнить по работе. Например, там также у меня есть список, что подготовить к такому-то мастер-классу. У меня есть список там, телефонов, например, отдельно. У меня есть список там, по работе, что мысли какие-то у меня там, оп, вот такой день мыслительный. Я хоп, все написала. Я ничего не запоминаю, мне и не надо. Понимаете, моя задача помнить, где оно лежит, и поэтому лучше складывать в одно место. У меня сейчас в 2 местах, и мне это не очень удобно. Итак, первое, календарь. Мы выделяем себе время, чтобы что-то делать. Итак, внимание. Где переключалка-то? Внимание на экран. Это мой компьютер. Да, сейчас я попробую как-то еще в этом режиме печатать. Вы видите, да, пустой абсолютно экран, ничего здесь не происходит, видно меня, да? Это календарь, Google календарь, у меня отдельная программа, также он есть в этом, как называется-то, батюшки, в интернете просто, в Гугле есть Google календарь, можете себе завести, это очень удобно, но в принципе подойдет любой календарь вообще. Итак, выделяем первое время на то, что всегда нужно, это всегда нужно сон, например, да? Сон, я сплю, ну, грубо говоря, я сплю с часу до, подожди, с часу, ну, не до 2 же я сплю-то, с часу и я сплю до где-то, наверное, 10 часов, наверное, вот так вот сон. Дальше тут же сразу программа меня спрашивает повторять, каждый день я сплю. Хоп, и везде я сразу сплю, видите? Все, сплю, вот. Это время меня нет, с 10 до 10, ну, может, до 9 иногда. Ну, в целом до 10 я, предположим, думаю, что я буду спать. Дальше, какие еще всегда у меня промежутки заняты? Я обычно где-то обедаю часа в 3-4, ну, в 4, предположим, да, обед. Всегда он есть, всегда вообще, ну, с 4 до 5 сходить в магазин, грубо говоря, и сходить в обед. Повторять каждый день. Есть. Видно, да? Вот я проснулась, вот у меня обед. Вот, а что мне ниже-то не идет? Там 12 часов ночи уже. Вот, соответственно, дальше. У меня есть ужин, где-то в 10 примерно я ужинаю. Девочки, мой график дурацкий, но у вас, понятно, у вас-то нормальный какой-то график будет. Я реальный пишу график, чтобы, ну, с 10 до 11, грубо говоря, да, предположим, у меня ужин. Повторять, каждый день. Да? Смотрим, да, у меня остался час, здесь чуть-чуть и здесь чуть-чуть. Как-то уже сразу напрягаешься, прям мало кажется времени. Дальше, соответственно, пишем те дела, которые также у вас ежедневные. После того, как я поспала, у меня есть час собраться. Вот, да, подождите. Час можно подвинуть, да, вот сюда. Вот, да, на сборы. Сбор — это утро, завтрак, в душ сходить, завтрак, душ, что там мне еще надо, там, не знаю, там, ну, понятно, завтрак, душ, сборы, да, сборы. Вот, каждый день у меня такой, ну, в принципе, да, предположим, да, вы потом можете менять, конечно же, да, вот, цвет меняется у нас с вами, кстати. Мне кажется, должен меняться цвет. Нет, не знаю, должен меняться цвет. Не знаю, почему у меня не меняется. Можно меняться. Видно вам? Вот. Также перед сном, после ужина и до сна, вот здесь вот целый час. Вот целый час. Да. У меня есть вечерний ритуал. Это, ну, сейчас я расскажу вам. Вечерний ритуал. Вот. Соответственно, каждый день. Еще меньше времени стало. Смотрим, видите, да, вообще ни о чем. Вот, что такое вечерний ритуал? Давайте расскажу. Сейчас я переключу камеру. У меня утром и вечером есть время, ну, как бы подумать. Вечером это я делаю, заполняю дневник. Ну, то есть у меня прям список есть, вечерний ритуал. Заполняю дневник.
Соответственно, думаю о завтра, пишу план на завтра, думаю, что купить там и так далее. Если я успеваю, и если есть время, там я готовлю одежду, может быть, да, у вас тоже какие-то дела вечерние, они есть. Посмотреть телевизор, повтыкать, там, не знаю, в ванне полежать, еще что. Может быть, каждый день, может быть, не каждый день у вас этот ритуал. Но примерно я когда поела с 10, я уже там ничего не делаю, я абсолютно точно не работаю, никакие звонки не делаю, вообще ничего не делаю. Это вот, ну, абсолютно точно всегда. Не бывает по-другому у меня, понимаете? У вас тоже есть какие-то вечерние дела, еще раз, мы сначала забиваем то, что всегда есть, то, что всегда вообще, в принципе, у нас с вами, ну, как сказать-то, какие-то стандартные вещи, которые вообще не меняются, такие, ну, почти, ну, не считая катаклизмов, которые тоже можно будет исправлять, эти катаклизмы, ну, не знаю, в отпуск вы уехали, еще что-то там, не знаю, надо встать в 5 утра, встречать маму, ехать в аэропорт, ну, то есть там какие-то такие вот, жесть же бывает такая, вот, понятно, то есть мы забиваем сначала, и видно, что осталось времени-то вообще-то как бы, алло, половина еще работает, если вы работаете, вы работу вообще-то еще забиваете, работа, дорога с работы. Понимаете, да? Я так как работаю здесь, поэтому мне попроще. Поехали дальше. Что у нас еще там может быть? Так, переключаемся. То есть у нас осталось, смотрите, вот промежуток, да, 4 часа, и вот промежуток 4 часа. Я стараюсь все, что такое активное, связанное с дорогой, сделать вот здесь вот. Поэтому у меня чаще всего с 2 до 4 вот это время, с 2 до 4 вот это время, у меня какие-нибудь поездки. Это может быть магазин, там, например, закупки, да, закупки и так далее. С 2 до 4. Раз. Каждый день, ну, предположим, каждый день, да. Каждый день. Дальше у меня есть обязательно, вот здесь вот я дальше начинаю, начало работы моей, я начинаю, проверяю. Начало работы. Тут я проверяю почту обычно. Сейчас 0,0 поставим. Да? Каждый день. Вот, да, то есть проверяю почту, проверяю там, какие там дела у меня там на сегодня, там еще что-то там, ну, какие-то такие вот вещи. И также, в принципе, так как начало работы это достаточно такой серьезный шаг, вот, да, то по началу работы я еще рекомендую потом составить список, что вы делаете в начале работы. И по сути у меня остается вот чуть-чуть времени, видите, и вот чуть-чуть времени. Чем занято мое время обычно? Вечером, где-то вот с 8 до 10, да, с 7, предположим, с 7, у меня есть прямой эфир. Я выхожу в прямой эфир не каждый день, да, поэтому я ставлю его, ну, вот тут вот, например, прямой эфир. Да, я ставлю его вот как выхожу, 3 раза в неделю, подождите, да, предположим, прямой эфир. Вот, да. Потом, чаще всего в субботу и воскресенье, у меня вообще вот этого всего нет. В субботу и воскресенье чаще всего у меня курсы. Тут вообще занято все полностью. Курсы. И ночью только проверить вот этот вечерний ритуал, и все. Ну, мы пишем как бы, ну, некое что-то такое общее, да. Прямой эфир. Потом, помимо прямого эфира, у меня есть, например, ну, торты, если я делаю, да, то есть, например, выпечка. Вот, да. Выпечка, да, и здесь, например, съемки, поснимать что-нибудь еще, съемки, вот, вот, да, это может быть раз в неделю, например, может быть каждый день, да, и так далее, то есть как хотите, то есть как у вас получается, ну, предположим, что у меня выпечка будет каждый день, да, съемки тоже будут каждый день съемки у меня. Вот, отлично. После чего, какие еще вещи у меня есть? У меня еще созвоны есть, индивидуальные консультации, еще какие-то вещи. Чувствуете, да, времени как мало? Да, чувствуете, что времени вообще как бы ни о чем. То есть, что, по такому, алло, ты разбила обед, ужин, завтрак, подготовить вот это, поспать, съемки. То есть, ну, это мои дела, которые я делаю. Вот, да, чем занят день. Вы, самое главное, это еще корректировать потом. То есть, реально по факту, то есть, смотрите, делаете вы это каждый день, делаете 2 раза в неделю, делаете там какие-то стабильные у вас есть вещи, да. И вот оставшееся время, вот с 12 до 2 у меня есть время, получается, с 5 до 9. И все.
Что у меня есть? У меня есть еще уборка на работе, между прочим. У меня есть еще посмотреть какие-нибудь обучающие видео. На обучение есть время еще, например. У меня, например, есть еще время что-нибудь на эксперименты какие-нибудь. У меня, например, есть еще время что-нибудь поделать. Я сегодня рисовала, я выложила в сторис, что я рисовала. И так далее, и так далее, и так далее. Времени много. Главное на это выделить себе кусок времени. Понятно? И мы должны всегда в голове помнить, что этот кусок мы откуда-то берем, потому что в это время мы вообще что-то делаем, да? Поговорить с подружкой, там, не знаю, сходить по делам. Вот. Также я рекомендую, если у вас день разъезды, день встречи, чтобы целый день вы встречались. То есть группировать все-таки по смыслу. Если вы целый день, ну, грубо говоря, там где-то по городу шаритесь, правильно, уборка. Да, конечно, занятия дома и так далее. Но это какой-то день можно выделить тоже на уборку. Вот, да. Ну, вот у меня, например, обед, если это в обед входит, помыть посуду. Вот. Опять же, если у меня мастер-класс, у меня 2 часа после каждого мастер-класса уборка вечером, да. И если, например, мне лень, то это тогда, ну, суббота-воскресенье, в понедельник тогда у меня целый день уборка, потому что здесь обычно бедлам полный и так далее. И вы это распределить можете по дням точно. Итак, что это нам показывает? Первое, у нас мало времени. Надо реально экономить время, ценить его очень, любить его очень и прям очень, как сказать, не знаю, как-то относиться очень как бы бережно вот к каждой минуте, которая у вас есть, потому что времени реально, ну вот что, поездки, закупки, пока собралась, пока оделась, пока накрасилась, пока пожрала, все, 2 часа здесь, это на работу. Вообще-то надо поработать, надо тексты написать, надо фото обработать, надо придумать, что делать, надо там, не знаю, соответственно, что-то новое, например, там разработать, снять, придумать программу, поработать с людьми, там, не знаю, помочь всем в мире сделать кучу тортов. Это мои планы, чтобы все вокруг торты делали. Ну, вот, да, не знаю, как-то вообще счастливее становились. Вот, все правильно. Вот, понятна задача? Первое. И скажите мне, дорогие мои 1,5 человека, которые смотрят все-таки эфир, сколько вы ведете вообще календарь такой или не ведете? Ведете ли вы календарь? Вот, ведете ли вы календарь? Вот. Ну-ка, скажите мне. Кстати, рекомендуется, я жду. Рекомендуется утром подумать, а вечером походить. У меня наоборот. Мне утром легче как-то физическую деятельность делать. Вечером мне больше, у меня такая, знаешь, как бы ленивая посидеть, уже подумать о жизни. Вот. А рекомендуется обычно наоборот. Все дела, серьезно подумать. Это вот как бы на утро. Так, кто ведет календарь? Кто? Господи, жить-то когда? Об этом и речь. Что... Кажется, что как бы это, ну, беда, но я же выходные не написала, можно выходные, можно день, ничего не делаю, лежу дома на диване тюленем, смотрю телевизор, можно день прям красным закрасить, не трогать, веду записи дел, кстати, в 5 утра и до 8 очень много чего сделано, есть целая книга, фильм и несколько тренингов по этому делу, называется «Магия утра». Вот, да, и те, кто жаворонки, она волшебно к вам подходит. Да, у меня, соответственно, магия ночи обычно. Я все ночью делаю, все такое, что, ну, требует моего осознанного какого-то внимания. У меня всякие медитации, все такое, у меня все вечером. Планирование, все. Можно это делать утром, ну, обычно рекомендуется делать утром. И считается, что все богатые, кстати, люди, они утренние люди, это жаворонки. Вот, да, но... Так сложилось с судьбой, что я вообще не жаворонок, вообще никак. Мне лечь в 5 утра мне нормально. Встать в 5 утра, это я никогда в жизни так не встаю. Ну, был период, когда вставала, это ужасно. То есть мне хватило на 3 месяца, я не могу. Поэтому тут как бы задача какая, если тебе 20 лет, и ты чувствуешь в себе энергию, делай. Если тебе за 40, как мне, да, и энергии я не чувствую. То есть тут как задача найти для себя комфортный метод существования, но это как бы... Я не настаиваю, еще раз. Вопрос в том, что надо выделить время на все. Так, пишет Констанция у нас, что у нас есть такие дни, когда ничего не хочется. Выдели себе день. Вот по правде, они такие дни, и они наступают резко, это потому что ты не планируешь отдых. Ты не планируешь каждую неделю день без телефона, без звонков, да, то есть вообще без соцсетей. Ты не планируешь день и предупредила всех заранее, я не беру трубку, не теряйте меня, я хочу лежать дома или там, не знаю, быть на природе, там, выехать на, не знаю, на какую-то на речку, на дачу, ну кто как отдыхает, в Париж в конце концов, ломанулась на денек, вот, ну, у нас же разные с вами как бы доходы, вот, у всех свое.
Выдели себе раз в неделю. У меня, кстати, чаще всего вторник или среда, или четверг на середине недели, потому что в выходные я работаю, ну, практически всегда работаю. Вот. И у меня так организм настроился, мне так уже проще. Страдает немножко социальная жизнь, конечно, что все бухачки всегда пятница, суббота, и все, трезвяк. Вот. Понятно? Выделите себе. Также отпуск, выделяем отпуск. Еще раз, задача распланировать. На это надо уделить примерно полчаса. А тебя просто потом, слышь, Констанция, у тебя потом, ничего, что я так слышу, вот, у тебя потом тебя ломает обычно. То есть ты не выделяешь время, когда тебя ломает потом очень сильно, прям срубает. И это просто может произойти внезапно. Если ты соблюдаешь график, если ты знаешь, что у тебя вот это, и у тебя, знаешь, как бы внутри очень спокойно, когда ты на все время выделила, ты все учла. Ты знаешь, как это как тебе дали там денег, и ты хоп, распределила, и у тебя на все хватает. Ну, то есть ты знаешь, что, блин, мне на все хватает, все есть, и так хорошо, так на душе. Со временем то же самое. Время тоже наш ресурс, притом ресурс ценный, дорогой. И когда ты его распределяешь и понимаешь, что, блин, у меня на все хватает время, я себе все выделила, отдых выделила, интенсивную работу выделила, да, вот как бы, то есть то реально внутри очень как-то спокойно, ты думаешь, блин, у меня есть время отдохнуть, есть время поработать, сейчас мне время поработать, вот, да, и вопрос дальше в том, чтобы время, которое поработать, отдохнуть тоже, у меня, кстати, есть список, как отдыхать, если что. Честно, то есть я на это потратила один раз, я не думаю, что мне делать, но я как бы и так уже знаю, что мне делать, но у меня есть список 50 способов отдохнуть, у меня 50 бесплатных, и 25 бесплатных и 25 платных. Хотите, я выложу сегодня? Давайте я выложу сегодня в пост, давайте, я давно не выкладывала, я выкладывала раньше. Вот, внеклановый пипец, он может быть, никуда он не денется, внезапный заказ, ты ночь не спишь, еще что-то, конечно же, все возможно. Надо, чтобы жизнь не вся состояла из внеплановых, понимаешь? Вот, да? А чтобы она у тебя, после этого все равно она была по накатанной, реально так спокойнее, конечно. И у тебя как бы всегда есть внутри спокойствие, то, что у тебя так-то в жизни все хорошо, ну да, чуть-чуть куда-то, а так-то все норм. Вот, понятно? Соответственно, и дальше. Время, которое у нас есть, ну, кроме сна, хотя сон тоже, я гипноз себе ставлю на ночь, кстати, да, гипноз, но вы знаете, наверное, все, что я же завела отдельную группу по странностям и работы над собой, над сознанием, там, желание, все такое прочее, всякая там магия, квантовая физика. Я завела отдельный профиль, называется он Одри Псих, да, ну, блин, и вам рассылка по-любому приходила, там, с морем, это вот с того аккаунта. Вот, да, потому что там много тоже разной информации я встречаю, чтобы в тортах просто все не засирать уже в одно место, да, там буду делиться, там с 1 сентября я хочу, да, организовать группу, которой мы месяц будем заниматься вот по дневнику. Вот. Дневник — это, по сути, как бы список дел, которые ты должен делать, список того, что тебе надо заполнять, ну, типа дневника. Вот. И как каждый месяц, когда ты это делаешь, у тебя в конце, ты вдруг замечаешь, первый читаешь страницу, ты этого хотел, к концу месяца ты этого достиг. Вот. Это такая тоже магическая штука, ну, вы знаете, что это все работает, да, вот. Что там пишет? Жизнь одна, живите красиво. Все правильно, сама не живешь красиво. Но это тоже частые такие моменты, когда люди, как ты так хочешь, да, тебе что-то останавливает. Добро пожаловать в мой другой аккаунт Одри Псих, да, в Псих, и там в Психе разберемся, соответственно, что тебя останавливает, да, что тебя пугает, что-то тебя, не знаю, ты боишься, может быть, чего-то, может быть, соответственно, как бы обижаешься, может быть, на что-то. Ну, то есть хочется, если это надо делать. Вот, так, еще раз. Выделяем время. Время выделили. После этого мы, соответственно, к этому времени, ну, например, у меня поделать сайт, пописать тексты, у меня, например, обработать фотографии, там еще что-то, да, там мне поработать в Инстаграме у меня, например, есть, да. Дальше мы с вами составляем уйму списков о том, что нам надо, то есть выгружаем голову. Это задание у меня, кстати, будет и вот, который в Одри Психе, волшебный календарь, там будет это задание, то есть я там прям проверять буду, выгружаем голову. То есть наша задача перестать помнить, вообще тупо перестать. И для этого мы делаем выгрузку. Сейчас я покажу, как это выглядит у меня, вот, чтобы вы тоже понимали, внимание на экран,
Сейчас 5 секунд. Чтобы вы понимали, как это выглядит. Так, программа, которой я пользуюсь, называется Evernote. Вот она. Соответственно, чем она хороша? Здесь можно, так поворачиваемся, здесь можно задавать, ну типа папочки создавать. Вот у меня папочки есть документы личные, дни рождения, документы, коды, пароли, контакты, потусторонние, это всякая вот хрень туда я складываю, рецепты, фотки, чтиво, что почитать. Документы рабочие, аренда, бухгалтерия, видите, да? Потом, соответственно, что у меня здесь есть? Какие-то задачи, проекты, которые армия там, чек-листы вот свои. Вот у меня, например, чек-лист по сбору в путешествие, вот вы его как раз и видите, да? Что мне надо взять? У меня все есть. Все, я его распечатываю или прям так смотрю с компьютера. Все есть, да? Соответственно, у меня есть чек-лист, как рано вставать. Да, то есть надо уйти работой минимум во столько-то, сделать вот столько-то, лечь во столько-то и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Соответственно, у меня есть что взять с собой на плавание, да, то есть чтобы в плавании не забыть, что куда. И все, у меня полностью все правильно. Также по работам. Сейчас я найду какие-нибудь проекты. Это то, что помнить. Понятно? Это то, что помнить. И также есть дела, что делать. Сейчас я найду дела. Соответственно, чтобы можно было показать, как в делах я работаю. Так, проекты в процессе. Проекты в процессе. Проекты в процессе. Что-нибудь путевое это есть у меня? Ну вот, например, да, проект в процесс. Лид-магнит на бизнес-курс. Да, то есть я придумывала лид-магнит, и я, соответственно, себе все мысли, которые у меня по этому поводу есть, они все здесь есть. Куда написать, что сделать, какие инструменты использовать, какие. Все, что есть у меня сюда, я все записываю. Прочие инструменты. Подумай, как это будешь делать, что ты там будешь делать, сама себе пишу. И самое главное, первое, вот здесь этого, кстати, нет, а может здесь есть, ну-ка. Здесь тоже нету. Вот. И самое главное, первое, что я делаю, это, давайте тогда сюда переключусь уже, да, самое главное, что я делаю первое, это пишу какой-то первый шаг, который нужно сделать по этому заданию. Ну, то есть, я себе пишу дела. Ну, то есть вот это одно большое дело. Сделать лид-магнит на бизнес-курс, там всего, все, что вспомнила, туда записал. Я открываю вот эту, соответственно, свою записку огромную и сразу такая, ой, ёпрес, это точно. И у меня прям первым написано, что ближайшее я хотела сделать, на чем я остановилась вообще. Обычно я пишу вот так. Да, программа эта платная, честно вам скажу, она стоит 1000 рублей или 2000 в год, что недорого, и я ей все равно уже пользуюсь, я пользуюсь. Но гораздо проще делать все то же самое в блокнотах. Да? Блокноты есть у нас во всех телефонах, вот у меня в компьютере, они вообще везде есть, все то же самое. Мы распределяем, пишем заметки. Да? В каждой заметке мы пишем, что мы хотим, то есть как-то их там выгружаем в голову. Соответственно, и заметки группируем по блокнотам. Давайте посмотрим, как это выглядит. Так, внимание на экран. Видите, кстати, краски у меня там пришли, я показывала. Так, блокнот. Вот, блокнот. Ну вот, например, я себе писала задание на подумать на будущее, да, сделать рубрику с фильмами, рубрику с мультфильмами, объявления про школу, про купить торты. Это, по ходу, что мне нужно сделать, какие посты. То есть это вот мои мысли про это. Вот. Здесь всегда можно сделать, соответственно, папки, например, ну вот, да, новая папка. Вот. И новая папка, например, я ее хочу назвать, там, не знаю, просто помнить, да, для памяти, просто помнить. И, например, еще одна папка «Дела». Вот, да. И завожу, соответственно, вот в делах, завожу новая заметка, и заметка будет называться, например, что я делаю в Инстаграме. Вот, да. Обработать фотки. Ну, что вот я бы сделала? Обработать фотки, написать тексты. И по текстам, соответственно, по текстам, например, ну вот у меня мысли по текстам, например, ошибки начинающего кондитера, да, и какие, например, ошибки, у меня там были ошибки про мало движения, вот у меня была ошибка мало движения, мало лидов, я там потом объясню, что это такое, ну и так далее, вот что-то вы пишете, все, и потом ты зашел в дела, у тебя выделено время, или начало работы, например, давайте, начало работы, да, начало работы, то есть что, как только утром, да, как я, да, сажусь за работу, мне надо
проверить. И прям пишешь, что почту, да, ответить на все письма и удалить ненужное в корзину. Вот как для идиотов прям пишешь. Потом, например, Инстаграм не забыть, Одноклассники и так далее, и так далее. Начало работы. Вот у тебя начало работы, например, 2 часа на начало работы, или час у меня там на начало работы. Я открываю вот этот документ, которого у меня нет, а хорошо бы, чтобы он был. Вот, соответственно, и смотрю прям по пунктам, что мне надо сделать. Я раньше после такие инструкции огромные писала своим секретарям. Надо зайти в почту, не забыть Инстаграм, не забыть ВК, в ВК не забыть зайти в группы, в группах проверить обязательно комментарии к фотографиям, потом у меня на сайте еще могут быть комментарии к фотографиям, там надо проверить. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Понятно, да? Вот, потом зайти на сайт обязательно, проверить, там в учебную программу, проверить, кто что ответил и так далее. Это мое начало работы. Утром я просыпаюсь, я проверяю почту. Вот, да, почту и все соцсети, чтобы ничего не забыть. Вот, да, я себе могу написать такой список, и я рекомендую вам его написать, потому что он реально облегчает работу. То же самое по Инстаграму, например. Выдели у тебя час на Инстаграм, на развитие Инстаграма, на привлечение клиентов, там, не знаю, на поиск рецептов, на отработку там того-то. Напиши, что было. Напиши, веди себе сам. Не храни это в голове, потому что у тебя будет всегда ощущение в голове, что, блин, капец, я что-то по-любому что-то не делаю. Также, например, вечерний ритуал. У меня есть описано, я вам не скажу. Вот, да? Ну, то есть то же самое. У меня есть прямо несколько пунктов, которые я должна вечером сделать. Ну, как минимум дневник. Там у меня там 3 благодарности. На завтра обязательно план. План я пишу тоже соответствующим образом. И по часам я пишу на 3 блока делю. Ну, вот буду рассказывать, ну, в другом аккаунте, почему так удобнее. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Вот, да, то есть там какие вещи не забыть такого числа, такого числа, такого числа. Вот, ну, то есть там лунный день, там, ну, вообще не грузите, здесь это не к этому аккаунту речь. Понятно? Итак, для того, чтобы все успевать, первое, что нужно сделать, распределить свое время. Для этого я рекомендую программу «Календарь». Календарь, обычный календарь, где вы должны в обязательном порядке выделить время себе на естественные нужды, такие как сон, еда и отдых. Раз. Оставшееся время распределить, да, как-то, как вы сейчас пока его видите. Сидеть за компьютером, может быть, у вас время, например. Ну, то есть что-то в компьютере пойдет, поработать в телефоне. Не знаю, начало работы, конец работы. Там с ребенком, с мужем, еще с кем-то. Там попечь, поработать, посмотреть время. И помните, что если вы себе не оставили время на развитие, например, да, время на образование, время посмотреть новый ММК, который вы скачали еще 1000 лет назад. Скажите, вот все же скачали наверняка уже мой бесплатный рецепт шоколадный. Так вот, надо выделять себе время. Все скачали, все посмотрели. Все посмотрели. Все сделали, давайте так скажу. А все сделали. Хотя бы микротортик. Вот, да, то есть надо себе на это время выделить. Если ты время не выделил, если в календаре у тебя нет образования или отдых, посмотреть видосы, подумать вообще о жизни, спланировать будущее, еще что-то, у вас этого не будет. Не будет, поверьте. Вот, смотри, ну Юлька посмотрела, вот, да. Вот. У вас этого не будет, надо обязательно на это время выделять. Мы болеем тем, что коллекционируем информацию, у меня тоже это есть. Не думайте, что я такая тут звезда стою, тут такой зашкарона такая, все светится, крылышки такая полетела. Нет, у меня тоже такое есть. Соответственно, Альбина, я тебе скину, так напиши мне. Вот. У тебя он есть в доступе, он у тебя на платформе есть, он в образовательной. Я же тебе добавила там на секретную, у тебя все есть, не переживай. Короче, да, соответственно, тоже так же. Я такая, увидела классное что-то, хоп, скачала быстренько. Там, там муссовый торт, прикольный рецепт в Фейсбуке нашла, хоп, скачала такая. Книжка там, скачала себе книжку, там, какую-то классную, там, по насадкам, какую-то там. Ой, там была распродажа, я купила какой-то там МК, тоже какого-то зарубежного автора. Я смотрела? Не смотрела. Почему? Время не выделила время. Вот, сейчас выделила. И время должно быть, понимаете, на это выделено время. Все, кто учатся на заочке, на очке, у вас время должно быть на обучение. Я рекомендую час, а лучше 2 в день.
Понимаешь, лучше час хотя бы в день на образование. Оно у тебя, да, когда-то ты забудешь, когда-то в это время ты что-то будешь делать другое вообще. У тебя там внезапный, кто там говорит, внезапный пипец наступил. Да, ты, может быть, забьешь на это, может, это не самое важное, блин, в твоей жизни сделать шоколадный торт, ёпарасоте, да никто не сдохнет, если вы его не сделаете, да. Но, когда у тебя есть время на обучение, ты хорошо, ты раз в неделю да найдешь его. Ты хотя бы раз в неделю ты этот кусок сядешь такой, так что я делаю? Хоп, в календарь. О, я могу спокойно, с чистой душой, с чистой совестью сесть и смотреть, как Патракова печет торт, как такая же Малина Ахмадиева что-нибудь делает, какой-нибудь вебинар, который там 1000 лет скачал у этой, которая Паулина Кейк, соответственно, которая миллион ее. Вот, да, то есть еще что-то такое, да, ты спокойно сядешь, ты хотя бы когда-то найдешь это время. Если ты это время себе не выделил, то ты его и не выделишь. Как выделять время и на какие сферы? Добро пожаловать, помним, в мой другой аккаунт, где вот это все вот это вот странное, вот, да. Но время какие? На здоровье. Должно быть время? Должно быть. У меня в утреннем ритуале есть, соответственно, зарядка. Это очень ленивая зарядка, занимает 4 минуты. Вот, да, но не буду сейчас показывать, как бы не об этом, но она мне есть. Понимаете, ходите вы в бассейн, в спортзал, выделили время себе? Ну, сейчас как бы с нашим, соответственно, кризисом мировым-то хрен знает, но дома побегать, вечером гуляете перед сном, делаете вы это? Нет, у меня есть в вечернем ритуале прогуляться. Я, кстати, мусор выношу. Я беру мусор и такая, мусор донесла, я же уже оделась, я же уже вышла. Так я не пойду гулять никогда в жизни, вечером перед сном воздухом дышать. Да что, я с ума сошла, что ли? А тут я себе придумала, я мусор, я такая, типа я полезное дело, на ночь мусор выношу, говорят, кстати, плохо, да? Вот. И я такая, хоп, и такая прогулялась, подышала воздухом, у меня хороший район, у меня все такое. Аккаунт мой второй, у меня их вообще много, но тот, который я сейчас рассказываю, где я как раз больше рассказываю о психологии, о там эзотерике, о что-то там такое, вот все, что с этим связано, с работой над собой, мотивация, желание, ай-яй-яй, Одри Псих называется. Вот, смотри, молодец, Альбина, умница, давайте я напишу Одри Псих. А я не могу написать Одри Псих. Девочки, кто может... У меня не пишется ничего. Кто может написать Одри Псих? Вот. Да. Ну или мне напиши в личку, я тебе скину. Вот. Соответственно, да? То есть это к тому, что это должно быть у вас забито. Это должно быть на это выделено. Про мусор. Вот. Да, соответственно, должно быть на это выделено время. Но я просто слышала, мне кто-то рассказывал, что мусор на ночь. Я считаю, что это как ты считаешь, так и будет. Я же там всякого Зеланда читаю, все такое, там все, мы строим свою реальность, мы там творцы своего мира. И самое прикольное, я, кстати, это самое, почему вообще решила завести отдельный даже на это аккаунт, штука пишется. Нет, не так. П, С, дальше Y, а дальше Ч. Вот так. Псич как бы, псич. Вот, да. Одри, как обычно, нижнее подчеркивание, вот этот псуч. Псуч. Ну, вы не видите, вам наоборот. Ну, понятно, да? Вот. Короче, и на это надо выделять время. Дальше, для того, чтобы не лежать перед сном и не думать, боже мой, на завтра, все ли я подготовила, ничего ли я не забыла, все ли у меня хорошо. Для этого я делаю вечерний, вот мое вечернее время, вечерний час моего времени, в который я подвожу итоги дня, планирую день на завтра, думаю как раз, что мне там надеть, постираны ли у меня носки, там и так далее, и так далее. Да, вот так. Вот, соответственно, Одри, псуч. Кто? Вот, ну то есть псих, вот, соответственно, да, утром, я знаю, что мне надо делать утром я делаю чуть-чуть зарядочку, пью кофе, принимаю душик, причесываюсь, одеваюсь, смотрю одну серию какого-нибудь ужасного сериала, или же я смотрю одну серию какого-нибудь замечательного вебинара, я это делаю утром, обычно сейчас я подсела на нового психолога, называется Полина Большакова, если вам интересно, в ВКонтакте наберите ее, волшебная женщина. Очень, она молодая, миллионер, ну, то есть есть к чему стремиться, есть на что смотреть. Бесит она меня пипец, но я знаю, что если меня бесит, это значит, что очень хорошо. Бесит от зависти, ну понятно же, что. Вот. Почему она миллионер, а я нет, я что хуже, ну то есть вот так вот. Полина Большакова.
Вот, соответственно, выгружайте голову, каждый день выгружайте голову, насколько возможно, выгружайте все, что вы должны помнить, не должны вы помнить. Наш мозг создан не как база памяти, да, как нас в школе учили, наш мозг создан для обработки информации, потому что сейчас найти в интернете можно все, вы сами знаете, любой открывает, там, YouTube, просто интернет, Google тебе все скажет, все подскажет, никакие даты запоминать не надо, вот, сейчас с этим очень просто. Самое главное сейчас это возможность обрабатывать информацию, возможность, ну, как бы, как сказать-то, эту информацию сортировать, там, не знаю, применять, еще что-то такое. Ну, то есть сейчас не надо помнить, и не надо себя этого ждать, самое главное. Вот. Также я иду в магазин, я пишу всегда, что мне надо купить. У меня списки огромные всегда на покупки, потому что я в магазине не помню, ну, честно, не помню. Вот. Я пишу, я при этом пишу себе большие, то есть у меня есть прям отдельные там заметка, куда я пишу все, что вообще я покупаю. Например, я никогда не думаю, что я ем. Я знаю, что я ем. Я знаю, у меня есть список того, что я вообще в принципе ем. Понимаете? Я всегда знаю, что я ем. Я иду в магазин, я знаю, какие варианты у меня могут быть. Это помидоры, огурцы, какая-нибудь рыба. Соответственно, вот такие-то варианты. Вот, да. Не знаю, я пью молоко и кефир. И обязательно ягодки на ночь, если деньги позволяют. Не позволяют, сиди, Оля, жди помидор. Вот. Ну, то есть, вот, соответственно, да, вот примерно такая ситуация. Я как сказать, экономьте свое время. Не надо каждый раз идти в магазин и думать, боже мой, что купить или что приготовить-то такого. На раз в неделю взяли, подумали, что вы будете готовить. Или вообще у вас есть какие-то блюда, ну, серии, раньше как удобно было, рыбный четверг, хоп, и в четверг себе спокойненько рыбу все жрут. Вот. Или там, не знаю, пельменный вторник, среда пицца, ну, то есть там воскресенье пицца, хоп, вообще мама не готовит. Или готовит, кстати, может быть. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть у вас какие-то, можно придумать себе правила, по которым вы живете. Вот. Ну что, дорогие мои, жду всех в Одри Псих. Если вдруг вам интересно Инстаграм, мне кто-то звонит в Инстаграм, поэтому связь у вас прерывается. В общем, я как бы прощаюсь потихонечку уже. Вот, люблю вас всех сильно. Соответственно, пишем мне, кто что нашел, не нашел, кому там рецепт. У меня, вы знаете, есть бесплатный рецепт. Мы все педагоги всегда готовим бесплатно попробовать пробнички. Потому что перед тем, как купить у нас какой-нибудь продукт за 20, 50 или 100 тысяч, за 100 тысяч у меня, кстати, нету. Вот, да, у меня самый дорогой, это 97, это большой курс здесь, в Москве. И то я его всегда со скидкой продаю, потому что, ну, как бы за опыт скидка. Вот, и, соответственно, собираюсь опять возобновить разбор аккаунтов в Инстаграме. Да, раньше он был по вторникам в 5 вечера. Может быть, соответственно, если будет у меня волшебное настроение, то со следующей недели буду делать опять разбор аккаунтов, чтобы каждый мог насладиться моим рассказом о своем аккаунте. Все, ладно, люблю, целую. Вопросы писать можно, все можно, но я вижу, что вопросов в принципе нет. Да? Ну и скажите мне, пожалуйста, была ли полезна вам информация, которую вы сегодня услышали? Пишем «да», «нет». Пишем «да», «нет». Да? Да. Пишем «да», «нет». Пишем. Я ничего не буду делать, все, буду стоять сейчас. Пишем «да», «нет». Очень отлично. Кому еще? Да. Дальше. Пишем. Отвечайте мне. Заведете календарь? Будете вести календарь? Будете? Вот, молодец. Теперь понятно же, что делать. Отлично. И я рекомендую... Норм. Альбина так, норм. И я рекомендую начать это делать прямо сегодня. Пока еще внутри горит, пока моя энергия, она же как бы не попытаюсь, надо делать. Вот, пока она вот у вас сейчас там, вот, я же как бы вот, пока вам с вами разговариваю, да, мои слова, они возбуждают там, квантовую физику я еще буду рассказывать потом, вот, завтра, хорошо, вот, да, то есть надо сделать, хорошо? Вот, все, ладно, все, люблю, целую, всем пока, до новых встреч, постараюсь выходить почаще, а там как получится. Всем бабла, ну вы знаете. Вот, у нас ночь, все, нечего спать, вставай, делай календарь. Пока. Я тут еще кнопку завершить.